Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Egyptian Oasis, сверху Стас, лазерный генерал США, снизу The Game, стандартный генерал Китая. В этом видео мы отправляемся на Old But Gold Tournament. Турнир на старых картах с призовым фондом 475 баксов. Четвертьфинал до 6 побед, счет на момент поединка 2-1. The Game впереди, Стазу надо побеждать, сравнивать счет. Ну что же, китаец у нас дает 2 сапплая, электростанция. Ну, я думаю, что это будет 2 военных завода и просто лютый спам готлов. Не помешало бы вывести пост и сбить, соответственно, дрон, который Стас ранее повесил, и смотрит, что там The Game делает. У Стаза 2 сапплая, электростанция, строится казармой, военный завод. Стандартненький такой билд. Сейчас будет просто спам пехоты, спам хаммеров. Пехота садится в хаммеры, берется медичка и поехали воевать, защищаться, в общем, делать и то, и другое действия. Второй военный завод у The Game готов. Ну и ждем тот самый спам. Сапплай вовсю качает. И прекрасный на самом деле сапплай. Саппалтраки практически не двигаются. Напоминаю, что на этой карте есть 3 вышки. Справа также существуют здесь коробочки. Ну и в центре также коробки имеются. На центре также есть и такие гражданские постройки. И у каждого из бойцов имеется платформа и бункер. То есть можно уже прикрывать фланги. И поехал Гатлинг вперед через центр. Его может сейчас начать встречать хаммер. Высаживается один ракетчик и садится в домик. Ну что ж, встреча произошла. Можно пробовать сражаться. Один ракетчик у Стаза есть в этом хаммере. Гатлинг уходит дальше налево. Стас не стал принимать бой. Там есть еще пехота. Можно посадить. Тогда уже хаммер будет куда помощнее. И просто Гатлинг уничтожать. Слева дозер. Второй дозер справа под сапплаем. Все чинуки на месте. Добыча идет полным ходом. Справа также надвигается армия от The Game. Здесь пост, 2 гатла, все хорошо. И стоит лазер-танк от Стаза, который будет пытаться принимать эти юниты. Слева Гатлинг продолжает кататься. Был там хаммер с медичкой, явно наполучал. Тут подхиливается. Еще один хаммер также едет, будет пытаться Гатлинг встречать. А Гатлинг идет в аккурат под чинуки. Будет срезать The Game Стазу добычу. По крайней мере, пытаться это делать. И Стаз строит фаербейс. Справа также атака на Стаза. The Game тут вовсю пытается противостоять лазер-танку плюс хаммер с медичкой. И пост скрывается. Остается только пехота в виде ракетчиков. 2 гатла. И наполовину, кстати, каленый лазер-танк. Но мне кажется, что уже против такой армии The Game пока, ну, не стоит сражаться. Надо отступать. Но Стас так не считает. Он просто заберет эти гатлы, да, и добавит себе хп к экспоинтам. И Миг появляется на карте. Влупил по хаммеру. Хаммер минус. Так еще и 2 пехотинца полегло. Но и также сбили здесь Миг, он упал, да, то есть уже филд на карте, надо новый заказывать. Также 2 дозера на месте, военный завод. Вот казарма было бы неплохо поставить, кому-то из бойцов бы не помешали бы вышки на самом деле на карте. Да, их, напоминаю, 3, это дополнительный приток экономики. И направо залетает Миг и минус хаммер. Пехотинец высадился заранее, успел сесть в домик. И вот 2 домика уже на центре у Стаза-то есть, и они будут очень мешать летать Мигом, ходить Гатлингом, ездить, да. То есть уже как-то будет The Game потяжелее тут проходить. И заходят все-таки 2 гатла. И от Стаза заходит хаммер. Заходит хаммер от Стаза. И сразу же первый дозер идет под снос, по всей видимости. И, кстати, Стаз изучил апгрейд на Тоу. И минус 1 дозер, лазерлок. Хаммер выжил, хоть по нему и хаммер, точнее Миг тут влупил. Второй залп. И дозер практически мертвый. Можно сейчас просто его брать на лазерлоке. Но почему-то Стаз бьет Миг. А надо бить дозер, и дозер минус. Итак, у The Game дозер хан состоялся полностью, но у него есть куча зданий, с которых, в принципе, он может спамить. Атака, кстати, провалилась, да, по всей видимости, все юниты Стас благополучно здесь уничтожил. Ну и дальше продолжает жить, и напоминаю, что все дозеры у Стаза на месте. Скоро, я думаю, что мы увидим стратегический центр, и The Game будет уже посложнее. Но все здания для того, чтобы спамить в этой катке, есть, да, 2 военных завода, есть казарма, есть также филд, то есть будет авиация, будет наземные юниты. И, кстати, разбег красногвардейцев. Есть у меня такое ощущение, да, что они бегут к вышкам. Пропаганду-то уже не построишь, дозеров нет, соответственно, через лот от вышки не захватить. Но вот через красногвардейцев можно. И, кстати говоря, уже изучен у The Game захват. И он сейчас будет получать дополнительную экономику в виде этой самой нефти. Гатлинги собираются на центр. По всей видимости, The Game готовит новую атаку. А Стас отспамился. Хаммеры есть пехота. И, кстати, 2 хаммера садятся в чинук. Неужели
Стас будет делать какой-то дроп, возможно, уничтожать какую-то из построек, чтобы еще больше как-то замедлить The Game в плане спама. Ну, саплай пока на месте, да, все качает, денег в принципе достаточно. Начинается захват вышек. Красногвардеец бежит вперед. Ну, еще одну вышку The Game явно собирается захватить. Но тут будет помеха в виде ракетчика в здании. Будет он пытаться красногвардейца бить. И, кстати говоря, The Game взял лычку в повышениях на этих красногвардейцев. Но есть же лазер-танк, есть хаммеры, которыми можно, в принципе, красногвардейца-то убить. Но Стас почему-то этого не делает. Гатлинги слева катаются, но их отпугнул лазер-танк. Вышка слева захвачена. И неужели на центре дадут захватить? Там лоу хп буквально осталось. Нет, не удалось захватить The Game еще одну вышку. Она пока ничья. Может быть, Стас все-таки своего рейнджера-то приведет, выучит захват и захватит эту самую вышечку-то. Слушайте, а я прозевал дроп, друзья мои. Я прозевал дроп двух хаммеров, которые прилетели на базу к The Game. Пытались убить Филд, но Филд выжил. Все хаммеры были уничтожены, к сожалению. Этот момент я пропустил. И миги залетели. Минус медичка. Еще миг залетает, четвертый. И просто сейчас 4 каленых камера у Стаса. И только один более-менее живой. Ну да, он прям полностью целый. Есть гатлинги, есть, в принципе, наземная армия. И Хеликс появляется на карте. Очень интересно на самом деле. А слева красногвардеец какой-то шальной прибежал. Но нет, тут не дадут, конечно же, ничего сделать. И ставится уже стратегический центр. И миги вновь залетают. И минус еще 2 хаммера. Остается только 3 каленых. Но я думаю, что да, без потерь. Просто без потерь The Game здесь справляется. И очередная, ну, скажем так, наверное, провальная все-таки атака. Ну, вторая, вот была первая, да, то есть прилетел дроп, и хаммеры все были уничтожены. Пришла вторая по земле, ее также без проблем, в принципе, The Game закрывает. Но вот одна из атак Стаса, самая первая, конечно, была очень крутая. То есть 2 дозера сразу же были снесены. И ставится стратег-центр, он готов, и стратегия Search and Destroy. Стас развернул, сейчас его юниты будут стрелять дальше, чем ранее, и, соответственно, для The Game это уже будет проблема. Идет ракетчик вперед, но там лазер-танк, нечего ему там делать. Одному ракетчику против лазер-танка. Перестрелка 3 ракетчиков от The Game с ракетчиком в здании Стаса. Я думаю, что здесь все-таки The Game возьмет верх, а может и нет. Ракетчик минус хаммер помог, лазер-танк также подъехал. Гатлинги слева, плюс есть также здесь Хеликс пока, да, просто стоит, ждет, пока еще команда The Game ему не дал. Хаммеры пытается подъехать к гатлингам. Гатлинги бьют по дронам, а надо бить по хаммерам. Миги залетают. Минус хаммер. А еще, а куда полетели? Ага, отлично. Еще минус 2 хаммера. И еще минус хаммер. Минус 4 хаммера за один залет. И, кстати говоря, с одной потерей The Game, да, один миг потерял, но 3-то живы, можно заказывать. Экономика бешеная. 2 вышки есть, 2 саплава всю качать. Было бы неплохо захватить бы и 3-ю, в принципе, The Game, почему бы нет. И спам, и еще раз спам. А вот от Стаса не мешало бы увидеть полковника Бартона, и вот он как раз-таки на карте. И вот он на карте, а контрить его нечем. Нет, ни поста здесь, нечем разведать-то, что здесь Бартон. И даже ни одно здание не заминировано у The Game. Для него это может быть очень большой проблемой, а для Стаса проблема это тот самый Хеликс, который The Game приготовил и просто захантил. Просто захантил The Game в ответ своего соперника. Теперь Стас остался без трейдера. Да, The Game потерял Хеликс, но мне кажется, этот Хеликс добился того, до чего его строили, до чего его заказывали. Да, то есть минус 2 дозера. Все, пытается The Game с помощью готлов выпить казармов. Но я думаю, что Стас уничтожит эти готлы, и казарма будет на месте. Да, осталось буквально еще 2 гатлинга. Один с помощью лазер-танка, я думаю, без проблем Стас закроет эту атаку. А тем временем Бартон делает свои грязные дела, и минус Филд. И сейчас будет еще и минус казарма. Да как же много событий на этой карте, на этой катке, и не просто не уследить. Совсем минируется The Game, он понимает, он слышит, что здесь мина висит. Значит, у него на базе Бартон и минус казарма. Все, а дальше-то не подойти, тут только один военный завод не заминирован, вот его тоже бы заминировать бы не помешало. Но The Game продолжает давить. Даже несмотря на то, что потерял Филд, потерял казарму, он продолжает давить своими гатлингами. Есть пехота, но выходит у Стаса снайпер, у него 3-й ранг. Миги залетают. Мигам больше некуда сесть, ведь нет филда, а снайпер уничтожает пехоту The Game. Да, пехоты-то у него больше и не будет. Все, тут казарму-то уничтожили.
Билда тоже нет, Миги некуда посадить. То есть, ну это все, авиации больше не будет, пехоты больше не будет. Вот теперь 2 завода, вот только с них и спамить эти самые гатлинги и пытаться как-то душить, ну не знаю, получится ли. Пока Стас, мне кажется, благополучно отбивается от всех этих атак, ну разве что дозер потерял, но все здания на месте. Все здания на месте. Бартон, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда ж ты, Бартон? Тут же все заминировано. Ну, может, не знал об этом Стас и просто сейчас его слил. Ну, надо заказывать нового, стратегические есть. Но, правда, что ты тут сделаешь? Ну, только если просто стрелять. Ну, вот, да, военный завод можно уничтожить, да? Но Стас не знает, есть ли тут мины, нет тут мин. Надо разведку проводить. Но нужен КЦ. Нужен КЦ, гатлинг справа. И у Стаса... А у Стаса свет выключился. У Стаса кончилась энергия, он заказал еще один лазер-танк. Ему нужно срочно делать грейд. Сейчас заходят гатлы слева заходят. Гатлинги справа также заходят и пытаются вырубить чинуки. Боже мой. Стас сейчас остается без добычи, но благо у него есть тут какие-то деньги для того, чтобы заказать чинуки слева, а вот справа он успел отвести, они живы. Гатлинги снова тут рядом с военным заводом, да и казармой пытается как-то The Game блокировать Стаса, но не удается, Стас опять отбивается. Справа еще 3 гатла. Там чинуки висят, надо их уводить. Стас, просыпайся. И заказать бы парочку новых слева. Не помешало бы, надо добычу восстанавливать. Блин, какую-то атаку бы провести. Я не знаю, что-то надо убить. Вышки поубивать. Саплаев, военный завод. Что-то нужно уничтожать. Иначе с гейм так и будет спамить и спамить. По крайней мере, до тех пор, пока у него, ну, не знаю, ресурсы не кончатся. Но даже если они кончатся, у него вышки есть. У него есть 3 вышки. Уже 3-ю вышку он себе захватил. То есть экономики ему будет хватать постоянно атаковывать или атаковать, как правильно, напишите в комментариях. 4 гатлинга слева, и просто сейчас вот по частям разваливается Firebase, то есть левый фланг открыт. Но есть лазер-танк, который, в принципе, должен справляться с этими 3 гатлами, но один тут двухлучковый, один гатлинг был уничтожен, окей, но вот появляется Хаммер, окей. Появляется Хаммер, который будет, в принципе, добивать, да, эти гатлы, но вот как бы Хаммер, да, потери есть, все-таки есть потери. И все, закрывается атака The Game до конца. И Стас дальше продолжает жить. И миг еще один есть, оказывается. Слушайте, еще один миг даже был. Но ему, по всей видимости, все. Да, он падает авиацией. Больше на карте от The Game нет. Есть авиация только от Стаса в виде чинуков. Но чинук, кстати говоря, только один. Опять гатлы пришли на базу к Стасу. На базу к Стасу. Прикольно. Рифм получилось. Гатлинги идут опять под саплай. И чинук уходит. На другой саплай будет здесь добывать. А вот гатлы зажимают лазер-танки. Все. Больше этим гатлам здесь делать нечего. Да, они будут сейчас уничтожены. Но еще и собирает с собой, слушайте, The Game-то. Лазер-танк. Чинок прилетел. Зачем? А надо бы его на этот саплай как-то отослать. Пытается тут пробить The Game. Да, еще гатлинги пришли. И чинук падает. Но у Стаса есть. Есть у Стаса еще деньги, чтобы чинуки заказывать. А юнитов, слушайте, маловато как-то у Стаса. Ну вот 3 лазер-танка, да, у него еще есть. А вот с деньгами что-то как-то плохо. Очень плохо, я бы сказал, у Стаса-то с деньгами. Мне кажется, The Game все-таки сейчас куда поудачнее выглядит. И Стас сдается. Да, все-таки The Game задавил. Все-таки задавил Стаса, но Стасу, конечно, нужно отдать должное. Это была очень крутая оборона. Прям вот наикрутейшая. Молодец, Стас. Круто сыграл. Ну, The Game также выше всяких похвал. Просто как бурмашина какая-то. Просто вот действительно, как вот гусеницами от танка прокатился. Шикарный бой. Просто шикарнейший. И счет становится 3-1 в пользу The Game. Стасу надо догонять. Полную трансляцию вы можете посмотреть на моем канале этого поединка. Ссылочка будет в описании. Ну а этот бой окончен. Статистика на ваших экранах. С вами был Алекс. Играйте в генералы.